первой половине июля европейская часть материка столкнулась с резким обострением метеорологической обстановки. Атлантический циклон Бернардет, продвигаясь на восток, объединился с Каспийским воздушным фронтом, образовав обширную зону низкого давления со штормовыми характеристиками. Скорость ветра в эпицентре системы достигала ураганных значений. Стихия затронула Республику Беларусь, северо-западные и центральные федеральные округа России, а сейчас смещается в Поволжье. Первыми с влиянием фронтальной системы циклона Бернардет столкнулись в ночь с 7 на 8 июля жители Калининградской области. Метеорологические станции зафиксировали ураганные порывы ветра скоростью до 34 метров в секунду. Основное воздействие стихии пришлось на прибрежные города – Зеленоградск, Светлогорск и Пионерский. Пятиметровые штормовые волны частично разрушили пляжную инфраструктуру, смыли песчаные насыпи и повредили деревянные настилы променадов. В самом Калининграде городские службы зафиксировали падение более чем 100 крупных деревьев. Несколько из них перекрыли движение на трассах регионального значения, связывающих областной центр с побережьем, и повредили около десятка припаркованных во дворах автомобилей. Далее центр циклона сместился в сторону Беларуси. Синоптики Белгидромета ввели оранжевый уровень опасности. Начиная с 8 июля на территории республики начались непрерывные затяжные дожди, которые сопровождались шквалистым усилением ветра до 17-20 метров в секунду. За трое суток в Минске и Минской области выпала месячная норма осадков. Полноценный летний циклон привел к резкой смене температурного режима. В дневные часы столбики термометров опустились до несвойственных середине июля показателей в плюс 11-13 градусов Цельсия. Коммунальные службы Минска работали в усиленном режиме, ликвидируя локальные подтопления низинных участков улично-дорожной сети и убирая упавшие элементы рекламных конструкций и сломанные ветви деревьев. К субботе штормовой фронт накрыл Ленинградскую область и Санкт-Петербург. На побережье Финского залива порывы ветра превышали 25 метров в секунду, что привело к серьезным перебоям в работе транспортного узла. В международном аэропорту Пулково из-за сильного сдвига ветра и грозы экипажи нескольких воздушных судов были вынуждены часами находиться в зоне ожидания или уходить на запасные аэродромы. Серьезный удар стихия нанесла по пригородному железнодорожному сообщению. Шквалистый ветер повалил деревья на контактные сети Октябрьской железной дороги, из-за чего полностью остановилось движение электричек на нескольких ключевых направлениях. В самом Петербурге фиксировались сильные грозы с локальным градом. Далее эпицентр суперциклона переместился в московский регион. В столице за короткий промежуток времени выпало до половины месячной нормы осадков, с чем не справилась городская ливневая канализация. Вода заблокировала движение транспорта на ряде магистралей. Резонансным инцидентом стало подтопление вестибюля станции метро «Трубная», куда дождевые потоки хлынули через уличные входы.
На территории арт-центра «Винзавод» порывом ветра сорвало кусок металлической кровли. Из-за грозового фронта в аэропортах Москвы было задержано и перенаправлено более 60 рейсов. Собаки просто в шоке. Скажи, домик уехал, да? Был домик, нет домика. В Шаховском районе Подмосковья шквал повредил вольерные постройки местного приюта для животных. Двигаясь дальше, фронт прошел через Тверскую, Курскую и Рязанскую области. Падение деревьев вызвало массовые обрывы линий электропередач, оставив без света десятки населенных пунктов. В Курской области также зафиксирован крупный град, повредивший сельскохозяйственные посевы. Тут даже пакеты на ногах не помогут. Вот сейчас уже до первой ступеньки поднимется. Уже поднялась. На сегодняшний день циклон Бернардет, подпитанный влажными массами Каспийского региона, сместился в Поволжье. Основной удар принимают на себя Нижегородская область, Чувашия и Татарстан. В этих регионах фиксируются шквалистые ветры до 25 метров в секунду и грозовые валы. В городах Поволжья уже отмечены случаи падения слабо закрепленных рекламных щитов и строительных лесов. Подразделения МЧС продолжают рассылать экстренные предупреждения и рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности. Метеорологи связывают экстремальную активность циклонов в июле 2026 года с фазой Эль-Ниньо, которая дестабилизирует атмосферные процессы по всему полушарию.